Эрих Зелигман-Фромм, немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик, представитель франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма. В любви имеет место парадокс: два существа становятся одним и остаются при этом двумя. Право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае, если мы способны иметь собственные мысли. Есть лишь один способ определить действительное различие между демократией и фашизмом. Демократия – это система, создающая экономические, политические и культурные условия для полного развития индивида. Фашизм, как бы он себя ни называл, это система, заставляющая индивида подчиняться внешним целям и ослабляющая развитие его подлинной индивидуальности. Уважение – это не страх и благоговение. Оно означает в соответствии с корнем слова «способность» видеть человека таким, каков он есть, осознавать его уникальную индивидуальность. Уважение означает желание, чтобы другой человек рос и развивался таким, каков он есть. Едва ли стоит удивляться, что в культуре, где превалирует рыночная ориентация и где материальный успех представляет выдающуюся ценность, человеческие любовные отношения следуют тем же образцам, которые управляют и рынком. В каждом человеке есть некий потенциал, задействовав который, можно снести все преграды, отгораживающие личность от родных ему людей, и благодаря которому возможно единение человека с окружающими. И этот потенциал – любовь. Истинно религиозный человек, если он следует сущности монотеистической идеи, не молится ради чего-то, не требует чего-либо от Бога. Он достигает смирения, чувствует свою ограниченность, зная, что он ничего не знает о Боге. Большинство людей даже не осознает этой потребности подчиняться. Они свято уверены в том, что следуют своим собственным вкусам и склонностям, что они индивидуалисты, что они пришли к своим мнениям в результате собственных размышлений, а то, что их мнения совпадают с мнением большинства, чистая случайность. Мы есть то, что о себе внушили сами, и то, что о нас нам внушили другие. В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно. Вряд ли есть еще какая-нибудь деятельность или инициатива, которая начинается с такими огромными надеждами и ожиданиями и так регулярно заканчивается провалом, как любовь. Любовь – это высшая зрелая форма человеческого отношения к другому человеку, как духовная способность, которой наделены отнюдь не все люди и которая может проявляться в различных видах отношений между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, просто между людьми, в отношениях с самим собой и даже между человеком и Богом. Если я представляю собой лишь то, чего, по моему мнению, от меня ожидают, то кто же я? Если другие люди не понимают нашего поведения, так что их желание, чтобы мы делали только так,
как они понимают, это попытка диктовать нам. Если это означает быть асоциальным или нерациональным в их глазах, пусть. Больше всего их обижает наша свобода и наша смелость быть самими собой. Наша моральная проблема – это безразличие человека к самому себе. Человек нуждается в драматизме жизни и переживаниях. И если на высшем уровне своих достижений он не находит удовлетворения, то сам создает себе драму разрушения. Человеку, который не хочет принадлежать к массе, достаточно только перестать быть инертным в отношении самого себя. Пусть он следует голосу своей совести, который говорит ему: «Будь самим собою. Все, что ты теперь делаешь, думаешь и к чему стремишься, это не ты сам». Любовь – наивысшая и реальная потребность, присущая каждому человеку, пусть даже она скрыта от него самого. На протяжении своей длительной истории человечества имело множество вариантов ответа на основные экзистенциальные вопросы, от примитивного каннибализма до дзен-буддизма. Человек свободен, только если он может выбирать, а выбирать он может, только если знает достаточно много, чтобы сравнить. Отдавать – высшее выражение силы. Одно из характерных свойств человеческого ума в том, что, сталкиваясь с противоречием, он не может оставаться пассивным. Ум приходит в движение с целью разрешить противоречие. Всем своим прогрессом человек обязан этому факту. Лишь женщина, находящая счастье в том, чтобы отдавать, а не брать, состоявшаяся как личность, любящая своего мужа, других детей, ближних своих, может оставаться действительно любящей матерью и тогда, когда ее повзрослевший ребенок начнет отделяться от нее. Спеша иметь, мы забываем быть. Будь светильником для самого себя, будь опорой самому себе, придерживайся собственной правды, как единственного света. Эгоизм – это не любовь к себе, а прямая ее противоположность. Эгоизм – это вид жадности, и как всякая жадность, он включает в себя ненасытность, в результате которой истинное удовлетворение в принципе недостижимо. Неопытная любовь говорит: «Я люблю тебя, потому что ты мне нужна». Опытная: «Ты мне нужна, потому что я люблю тебя». Каждый новый шаг может окончиться неудачей. Вот одна из причин, заставляющих людей бояться свободы. Уважение к уникальности, культивирование уникальности каждого человека – это ценнейшие достижения человеческой культуры. У сердца свои разумные основания, о которых разум ничего не знает. Неврозы – это выражение моральных проблем, а невротические симптомы возникают как следствие неразрешенных моральных конфликтов. Желание любви,
одно из самых острых человеческих желаний. Но жажда сделать карьеру, заработать миллионы, стать успешным и влиятельным, оказывается сильнее этого желания. Поэтому большая часть жизни расходуется именно на то, чтобы добиться решения именно этих поставленных задач, в то время как на то, чтобы научиться любить, уже не находится ни сил, ни возможностей, ни внутренней необходимости. Любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Если я люблю, я забочусь, то есть я активно участвую в развитии и счастье другого человека. Я не зритель. Чтобы понизить общий уровень тупости, нам нужен не рост интеллекта, а иной тип характера, независимые, предприимчивые люди, влюбленные в жизнь. Характер ребенка – это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер. Материнскую любовь нельзя заслужить хорошим поведением, но нельзя и потерять ее, согрешив. Человек не просто продает товары, он продает себя и ощущает себя товаром. Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе. Я цитирую чужие мысли, чтобы подтвердить свои. Эрих Фромм. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.